Так, всем привет! Давайте сегодня посмотрим коробку с моделью от фирмы «Звезда». РАД БМ-21, российская самоходная реактивная система залпового огня. Вот такой вот набор от «Звезды». Уже не совсем новый, конечно, но не сказать, что совсем старый. 2019 год разработки. Соответственно, разработан на базе модели «Звезды Урал» 4320, соответственно, которая выходила в 2017 году, и вот спустя 2 года «Звезда» сделала свой «Град-21». Я думаю, по исторической справке машина очень известная, как бы скажем, производившаяся в больших количествах, очень большими сериями, всем, наверное, известна, поэтому сильно долго, наверное, не буду останавливаться, скажу, что только разрабатываться система залпового огня, она, скажем так, свою родословную ведет еще, наверное, от легендарных «Катюш», БМ-13, если не ошибаюсь. Даже название в чем-то похоже, но как бы является ее развитием. В 60-х годах разрабатывалась, в 60-х годах поставлена впервые на вооружение. Соответственно, выпускалась где-то в первоначальном своем, скажем так, виде, наверное, до 88 года. И до сих пор стоит на вооружении, насколько я знаю. В том числе как в огромном количестве в Советском Союзе и Российской Федерации, так и в некотором количестве стран, куда она экспортировалась, страны, где она лицензионно, насколько я помню, производилась, где модернизировалась уже странами, которые выходили, скажем так, из сферы влияния Советского Союза, ну и всяческие аналоги, похожие на нее, делались. То есть машина была довольно популярная, как сама по себе, так, собственно, ее компоновка и технологии изготовления, то есть много чего похожего делалось. Из интересного, да, если уж так нужно, можно сразу, чтобы ограничиться справкой, которую сама «Звезда» на обороте дает. 122 миллиметровая реактивная система залпового огня производства СССР предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, транспортеров в районе сосредоточения артиллерийских, минометных батарей, командных пунктов и других целей. Взят на вооружение в 1963 году модернизированный вариант БМ-21 «Град» выполнен на базе грузового автомобиля «Урал-4320». Да, надо заметить, что до этого в основном большая часть машин выпускалась на базе машины «Урал-375Д». Высокая проходимость. Он имеет автоматизированную систему управления наведением огнем, аппаратуру подготовки пуска, а также спутниковую навигацию. Система «РТЗО-Град» на данный момент является самой распространенной машиной этого класса. Также производством «Град» занимаются Китай, Египет, Ирак, Иран, Румыния, ЮАР. Сегодня «РТЗО-Град» числится на вооружении более 30 стран по всему миру. Ну, в принципе, все то, что я сказал. Единственное, можно упомянуть, да, что большая часть машин в Советском Союзе была произведена на базе шасси другого автомобиля «Урал» 375D, который отличается тем, что у него укороченный капот. Вот это вот самый шноркель, вот этой огромной банки у него нет, насколько я помню. Ну и немножко выглядит чуть по-другому, хотя и похож. Собственно, «Звезда», конечно, выбрала модификацию на базе 4320, которых на самом деле-то, ну, по крайней мере, на момент выпуска модели 19 год, на момент 23 года уже не знаю, не так много было их произведено, таких машин. Соответственно, вызвано это тем, что «Звезда» делала модель именно уже более нового Урала 4320, соответственно, для унификации им, конечно же, делать еще старый Урал было не с руки. Например, насколько я помню, модель «Града» на 375-м Урале Трампетер, по-моему, делает. Ну а почему, собственно, перестали на 375-м Урале? Там, по-моему, какая-то даже история была. Многие ее как раз вспоминали, когда «Звезда» выпускала модель, что, по-моему, если не ошибаюсь, двигатели производились для 375-го, если не ошибаюсь, Ярославским моторным заводом, но там у них произошла какая-то авария, то ли какой-то большой пожар, то есть фактически производство двигателей было прекращено, и, собственно, производить «Грады» стало, собственно, старые шасси 375-го Урала было невозможно, собирать пришлось делать на базе 4320, уже, соответственно, с другим двигателем, другой кабиной, капотом и так далее. Также, что еще смогу сказать, что вот «Звезда» упоминает тут про систему спутниковой навигации, какие-то там системы более модернизированные наведения. Кстати говоря, насколько я знаю, «Грады» на базе Урала 4320 должны были называться БМ-21-1. «Звезда» же дает БМ-21. Ну и также, вот честно, я не очень понял по каким-то системам продвинутым навигации и спутниковой навигации и системного наведения, потому как вроде как я читал информацию, что более современные системы «Торнадо Г», которые в принципе выглядят как плюс-минус «Грады», но уже называются не «Грады»,
Град и Торнадо Г обладают какой-то продвинутой электроникой системы навигации. Но вот звезда нам убеждает, что именно Град БМ-21 на базе 4320 Урала уже тоже какими-то продвинутыми в этом плане системами обладал относительно, собственно, советского производства Градов. Ну, тут я ничего не могу сказать, тут надо погружаться уже глубоко в тему, чтобы разбираться, значит, это уже долго. А так, в принципе, многие жаловались, что звезда выпускает Град на шасси, коих по факту не так много было произведено, да, то есть не на 375-м Урале, которых было около 8000 там штук, а вот более новый. Но вполне возможно, не знаю, что все-таки это у звезды Град БМ-21 или это все-таки Торнадо Г, так как чисто зрительно, не являясь специалистом, на первый взгляд, например, Град на 4320 Урале, наверное, довольно сложно отличить от Торнадо Г, который, в принципе, выглядит очень похоже. Но это действительно уже, скажу, пожалуй, для специалистов, для глубоких копателей, так сказать. Ладно, что у нас тут? Боксарт, собственно, стандартный, да, обратную сторону уже показывал. Помимо справки исторической, есть фотки собранной модели, вот даже написано, что у нас Игорь Седых ее собирал некий, даже написано, что изготовлено по лицензии автозавода Урал, соответственно. Ну, видно, что, кстати, забавно, что фотка собранной модели прям совсем такая скоробочная. Тут даже везеринга практически нет ни на чем. Видимо, тогда еще такая какая-то мода была особо машинку не приукрашивать на коробках. Хотя у более поздних моделях там фотки с этим все в порядке. Да, вижу, 429 деталей. На самом деле это довольно немало, в принципе. И длина машины 21,6 сантиметров. И помимо этого, что еще на боковиках? Тоже стандартные новые коробки звезды. Окраска на два производителя красок. На стандартную звезду Томию. Собственно, декаль показана. Предупреждения стандартные. Ну и что? Другие наборы звезды, да, среди которых вот как раз есть старая БМ-13 Катюша, которую звезда до сих пор выпускает, если не ошибаюсь, по-моему, итальеревский перепак какой-то древний. И, соответственно, тот самый 4320 Урал, на базе которого сделана данная машина. Так что давайте вскрывать. Коробка у нас еще на пломбах даже. Стандартная загрузка. Двуслойная коробка. Внутренне открывается через верх, как обычно. Значит, что у нас в коробке? Тоже стандартно два, по-моему, пакета с литниками, да, насколько я вижу. Видимо, как раз по причине унификации. Пакет с виниловыми колесами. Вот такой вот. Пакетик, где у нас литник с прозрачными деталями, прозрачный пластик. Декаль здесь же находится и имитация зеркал, боковых зеркал для стекол. Соответственно, тоже звезда их часто дает уже в своих новых моделях. Помимо этого, инструкция, листик предупреждений и цветная вкладка. Тоже ее потом посмотрим. Собственно, по содержимому это все. Будем смотреть в своем обычном порядке, начиная с бумаги. Значит, инструкция повторяется, как обычно, историческая справка. Из интересного внизу видим два варианта сборки. Соответственно, нам предлагают открыть кабину и капот, или же закрытые варианты. Но я так понимаю, подвижности, конечно, тут капота не будет. Это все исключительно, я так понимаю, два варианта, в котором можно оставить машину. По боевому, небоевому положению, я так понимаю, тут, наверное, не дает звезда никаких вариантов. Не совсем понятно, как машина в походном, а на боевом положении выглядит. Значит, развертка литников, кстати, довольно большая такая развертка. То есть тут прям порядочно литников. Вот собственно, до буквы H аж у нас доходит. Написано пиктограммки. Значит, в машине мы видим, начиная с первого этапа, детализирован двигатель. Соответственно, поэтому нам на одном из вариантов и предлагают капот открыть. Стандартно собирается двигатель, так как это внутренняя деталь, тут сразу
звезда тоже для себя типично дает окраску этого самого двигателя, что в принципе логично, так как если его поставишь, то соответственно внутрь уже не подлезешь, конечно. Дальше у четвертого шага начинается сборка рамы. Сборка, ну, рама, как мы видим, в несколько деталей, соответственно, стыкуемость, и чтобы у нас это все не повело, так сказать, это все на нашей совести. Элементы, собственно, по раме, там агрегаты какие-то, там раздаточные вот всякие коробки, карданы и прочее. Двигатель вот седьмому этапу ставится сразу на раму, вот да, карданами там присоединяется, там радиаторы всяческие, там опять же, что как красить, все сразу это в основном звезда всегда показывает, это ее как бы традиция, ну, так понимаю, это радиатор, воздухозабор, всяческие дополнительные деталировки, патрубки всякие, там трубы, глушители там и так далее, то есть очень много, в принципе, как и обычно в автомобильной технике, всяческих внутренних агрегатов показано, так как они все, в принципе, у автомашин обычно на виду, поэтому, собственно, приходится, нужно их детализировать, чтобы днище машины, скажем так, выглядело реалистично. Много всего, то есть видно, что много вот глушителем всяким банки, тут все в отдельные, конечно, детали, будут швы где-то, не то чтобы это так все расположено, чтобы это прям сильно на глаза бросалось, в основном это все, наверное, сильно будет видно, только если прям сильно заглядывать под саму машину. Так, детали подвески рессорные, тут у нас опять же все, вот много-много-много деталей, в принципе, как 35-й масштаб, детализация обширная, мосты, опять же рессоры, подвески, значит, карданы у нас не склеиваются, защелкиваются так. Насчет колес подвижности вопрос сразу. Вот передняя ось. Насколько я понимаю, что опции подвижности передней оси, то есть поворотные колеса передней оси, нам вроде как не даны, потому что ничего не сказано о том, что что-то мы здесь не клеим. Все приклеивается, я так понимаю, намертво. То есть колеса, видимо, по крайней мере, без дополнительных каких-то кустарных доработок, только прямо у нас стоят. Значит, что еще? Это, я насколько понимаю, уже идет верхняя часть детализируется. То есть тут на раму этот блок для установки этой, собственно, боевой платформы вот этой. Это, собственно, обода, я так понимаю, уже под запаску. Ящики всякие дополнительные, там цилиндры всяческие, может быть, какие-то бачки дополнительные, скобки. То есть, какая-то тут система амортизации дополнительная. Кое-что я вижу остается у нас подвижным. Не совсем понятно, что, собственно, именно. То есть, то ли это механизм уже подъемной платформы, то ли что-то еще. Не совсем понятно. Но это ладно, может быть, по ходу сборки будет понятно. И вот, собственно, много деталей. Звезды очень так видно, что упихано, как обычно, несмотря на то, что инструкция для звезды довольно-таки большая, но, конечно, как обычно, звезда экономит на печати и на бумаге, поэтому каждый шаг сборки это прямо вот такой вот кадавр, такой сплетение узлов каких-то, куча деталей и так далее. То есть выглядит, конечно, не то чтобы непонятно, но как-то издалека может показаться какой-то мешаниной, не знаю. Хотя, в принципе, у меня каких-то объективных претензий прям к конструкциям звезды обычно не бывает. Так, значит, к 20-му шагу у нас полик кабины появляется, соответственно, с кучей рычагов управления. Тут видим всякие раздаточные там коробки, и туда-сюда, коробки переключения передач, наверное, какие-то тормозы стояночные, собственно, сидушки водителей, пассажира, дополнительные какие-то блочки тут у нас вот как раз, видимо, касающиеся управления боевой частью. Тоже довольно хорошо, это, довольно обширно детализирована, я так понимаю, кабина. Кабина, да, вся, как мы видим, у нас, как вся, из нескольких деталей. То есть, собственно, вот это хорошо вот на 27-м шаге видно. Задняя стенка и передняя, крыша и нижняя часть, это все полностью отдельные детали, то есть никакой цельной детали кабины у нас здесь звезда не дает. Крыша так сделана, что она, в принципе, вроде должна скрыть там какие-то неприятные швы, если такие будут. Также вот у нас и запаска уже здесь как подсборка, приборная панель у нас появляется. Кстати, насчет приборной панели, я так понимаю, декалью нам
Приборку не дают никакую, то есть подкрашивать, кстати говоря, где она изначально появляется, эта приборка, не совсем понимаю. То есть, как бы не то, чтобы я даже вижу, где тут у нас нарисовано, как подкрашивать эту самую приборную панель, что, кстати, довольно странно. Вот она вроде впервые появляется на 24-м шаге, то есть видно, что здесь куча циферблатов всяческих. Но что, я так понимаю, все, что нам здесь показали, это черный цвет этой панели, что ли? То есть абсолютно раскрашивание самой панели приборов, циферблатов, там чего-то, возможно, каких-то шкал. Абсолютно это все отдано нам, не то чтобы вручную, но даже как бы и фантазировать, как именно, тоже нам, видимо, придется, я так понимаю, самим. Ну, вот рулевая колонка, сидушка, да, я так понимаю, 2 пассажира могут быть. Значит, что еще? Детали по нижней части, стекла вот отдельно устанавливаются, ну, прозрачный пластик, соответственно. Дворники из пластика тоже, там какие-то элементы под стекла, наверное, тут огнетушители. И, значит, 30-й шаг у нас крупная подсборка кабины без капота. Уже сразу предлагают установить прямо на раму за, собственно, уже спереди от установленной запаски. Запаска у нас, кстати, непонятно в какой момент упала, но, видимо, где-то вот здесь она как раз должна была падать туда. Несмотря на то, что явно я не вижу такого шага, который показывал, как прямо установить запаску. Ну, потом эта вся запаска крепится. И дальше начинается уже детализация, я так понимаю, закабинной части в массе своей. Всяческие тут ящики, какие-то короба, видимо, которые вот у нас идут сзади. Дополнительные элементы деталировки, видимо, все касается там шанец, может быть какая-то аппаратура для функционирования постановой остановки. Появляется вот этот полик, совмещенный с, ну скажем так, с крыльями задней боевой части платформы. Вот это видно, вот это вот кольцо, это под поворотную орудийную, ну скажем так, боевую платформу, пусковую, собственно, непосредственную установку, которая, собственно, и называется «Град». Ребрение всяких поликов, тут дополнительно короба, ящики, то есть куча всего. Вот видно, что задние ходовые огни, фары тут, так понимаю, они у нас частично вроде как сделаны из прозрачных деталей, частично, насколько я понимаю, сделаны из непрозрачного пластика, вроде как. Нет, у нас D это прозрачный пластик. Ну да, нет, вся их наружная часть сделана из прозрачного пластика, все нормально. Тут, в принципе, сразу показывает звезда, как их подкрашивать цветом, эти все огни, приборы освещения. И значит, что? Начинаются какие-то вариации. Ну это понятно, это вариации по осветительным приборам, я так понимаю. Осветительным приборам, которые у нас пойдут... Не очень даже понятно, куда они, собственно... Ну вот, да. То есть мы как бы начинаем подсборка передних фар, соответственно, предлагают нам либо со светомаскировочными колпаками, либо просто поставить фару как есть, соответственно, две вариации на каждую сторону. Потом это все у нас потом на крылья уходит вот здесь. Вот здесь это крылья. То есть крылья тоже отдельные детали, соответственно, автомобиля. Вот здесь у нас сзади на раму ставится, собственно, часть, вот этот большой блок непосредственно после запаски. Потом, собственно, платформа под пусковую остановку. Тут крылья, то есть как-то понамешано, да, то есть мы прыгаем вперед, назад постоянно. Появляется решетка перед радиатором, те же самые крылья и боковые стенки, скажем так, моторного отсека. Значит, тут же мы предлагают сразу нам собрать и колеса, причем и установить. Видно, что да, из двух деталей, собственно, у нас диск состоит и виниловая резиновая часть. Это, собственно, само колесо. Отдельно его посмотрим. Тут же появляется бампер, какие-то вот патрубки тут дополнительные, значит, и, собственно, где-то с шагов много, действительно, вот уже 40-й, собственно, шаг, то есть они у звезды как бы небольшие шаги, но их много. К 40-му шагу мы опять возвращаемся, собственно, к непосредственно пусковой остановке, делаем эту платформу, опять она из кучи деталей, стеночек, всяких простеночков.
значит, сборки вот этих самых направляющих для ракет. Собственно, их тут много, да, действительно, но они все, я так понимаю, сделаны блоками, так понимаю, в одну деталь, то есть, ну, каждая сборка, да, скажем так, то есть это хорошо видно на раскладке литников вот здесь, то есть их всего 4 штуки. В принципе, это хорошо, что нам не приходится все вот это огромное количество направляющих собирать вручную. Они, в принципе, звездой, ну, отлиты, собственно, в 4 крупные детали. Ну, с одной стороны, не знаю, как это сказалось на детализации, если кому прям очень сильно важно, но сборку это точно сильно упростило. Вот единственное, нам заглушки надо будет поставить на эти самые трубы спереди и элементы подъемного механизма. Ну вот видно, что подъемный механизм у нас не заклеивается, да, вот этих направляющих. То есть, наверное, все-таки оставлено, посмотрим, возможность менять угол, собственно, наклона направляющих пусковой остановки. Так, вот опять мы доклеиваем весь этот пакет, собственно. Опять что-то там ее, видимо, подклеиваем его к платформе подвижной вот этой, элементы наведения какие-то, рычаги, ну хотя нет, это просто рычаги, видимо, какие-то там дополнительные элементы подвижности, вертикальной плоскости, скажем так. Внезапно у нас появляются здесь стекла с дверями, деталь капота, прицельное, я так понимаю, приспособление. Вот опять же мы возвращаемся к непосредственно пусковой установке, деталировка. И 44-му шагу мы, так сказать, подступаем к финалочке, где у нас появляются два варианта. Первый вариант, соответственно, что я уже и говорил, закрытые двери, закрытый капот. Второй вариант, открытые двери, поднятый капот, соответственно, с выдвинутыми вот этими элементами поддержки этого капота. Ну, они сложные, видимо, конструкции, поэтому подвижными их сделать, скорее всего, ну, без потери какой-то детализации это будет тяжело. Значит, что? По подвижности вертикальной и горизонтальной плоскости пусковой установки, ну, судя по всему, скорее всего, она сохраняется, хотя не то, чтобы нам прям где-то прямо об этом указали, но вроде как бы мы эти детали, я так понял, не заклеивали, поэтому, наверное, угол, соответственно, как вертикальной, так и горизонтальной плоскости можно будет вертеть как хочешь. Это пусковую установку град, собственно, вот. Опять мы возвращаемся к дверям, появляются тут дверные карты вот дополнительно, опять же стекла, то есть, видимо, тут у нас, тут мы разбирались с одной дверью, тут почему-то решили со второй уже в самом финале разобраться, не совсем понятно, ну как нет, не в финале, это просто как бы подсборки идут, которые потом сюда переходят, это я все время немножко забываю вот эту звездовскую привычку. Не совсем такой, иногда не совсем линейный у них ход сборки, кажется, что элементы, да, вот поддержки капота, открывания, вот эта самая огромная банка этого, так понимаю, воздухозабора, где шнуркель торчит, этот, скорее всего, тут, наверное, воздушный фильтр располагается или что-то такое. И в самом финале у нас как раз эта банка огромная ставится, крючья и, собственно, детали зеркал, боковые зеркал заднего вида, где, собственно, нам предлагают эти самые наклейки зеркальные и использовать. И на этом достаточно длинная сборка у нас заканчивается. Помимо этого, значит, бумаги, схемы окраски. Их два варианта, собственно, хотя нет, больше двух вариантов. Соответственно, первый вариант у нас дает парадный, собственно, показывает, что это 2017 год, парад Победы. Но, скорее всего, это действительно град, а не торнадо, потому что торнадо Г, насколько я помню, машина была выпущена позже. Позже, по-моему, 19 год, если не ошибаюсь. Так что, может быть, это еще действительно какой-то промежуточный град, которых, возможно, действительно было выпущено не очень много на платформе 4.20, но это уже, наверное, оставим специалистам. Значит, парадный, да, видно четко, что тут декали на парад, много очень декалек, их все дает звезда на именно вот эти заглушки пусковых, собственно, вот этих цилиндров. То есть для красоты у нас все это так забавно будет, весело, прикольно выглядеть. Ну и, собственно, там по окраске тоже вот у нас кое-какие вариации есть. Например, кабина одним цветом защитным красить, пусковая установка другим. Ну, довольно много красок, кстати, перечислено, что странно, кстати, немножко забавно в том плане, что на коробке краски отличаются от
перечисленных в схеме окраски. То есть в схеме окраски их гораздо больше, в то время как на коробке нам дают всего лишь 9. Это забавная деталь, не очень понятно, что, собственно, она должна означать. То есть, видимо, так сказать, сюрприз. Добавить интриги. И на втором обороте два варианта, я так понимаю, окраски у нас. На 4-ю гвардейскую танковую, год не указан. И на некие военные учения, тоже не обозначенные, собственно, у нас где и что они проходили. Камуфляжные, кстати, оба варианта, соответственно, трехцветный и 4, по-моему, тоже по-моему, трехцветный какой-то камуфляж. Довольно забавный. Единственное, непонятно привязка по году, собственно, где они это взяли. Ну, может быть, какой-то еще можно вариант свой сделать. Какие-то вариации. Так, и так как, собственно, заходила речь об окраске, то, наверное, можно и декальку сразу глянуть, чтобы не отступать, так сказать, от общего хода мысли. Вот такая вот в крупном виде эта декаль, собственно, тут у нас опознавательные знаки, которые на камуфляжные варианты, знаки на парадный вариант, вот те самые декальки, много декалек на заглушке, собственно, направляющих. Видно, что 4 варианта номерных знаков, собственно, как вариант окраски у нас 3, но варианта номерных знаков 4. То есть еще дополнительный, видимо, какой-то вариант. Номерные знаки — это всегда прикольно у нас. 43-й, 76-й, 50-й и 25-й регионы. На целых 4 региона. Вот так вот весело, задорно. Значит, раз раскрыли, то, наверное, можно глянуть сразу и прозрачный литник, и зеркальные пленки. Вот так они выглядят, собственно. Звезда их сейчас часто дает в автомобильной технике в последних своих моделях, и не только в автомобильной. Вроде никаких нареканий по ним не было, пленки как пленки. Ну, собственно, прозрачный пластик тоже достаточно стандартный для звезды. Тут так как и, собственно, остекление кабины, так, собственно, и прибор освещения, фары, ходовые огни там, дополнительные какие-то маячки проблесковые, там, что автопоезда, еще что-то по мелочи. Ну, стандартный для звезды прозрачный пластик, не мутный, не царапанный, все с ним вроде окей. И, собственно, можно перейти к пластику. Так, начнем с больших литников. Литники действительно большие, занимают всю площадь коробки. Соответственно, тут прям много всего. В автомобильной технике действительно обычно много деталей всегда бывает. Соответственно, на данном литнике детали кабины. Вот видно, что все это, все стенки, полики, крыши сделаны в разные детали. Соответственно, внутри видны следы толкателей, собственно. Ну, где это можно, например, на полике, это спрятано под низ, но вот задняя стенка, например, кабины, тут как бы спрятать особо это не удалось. Надо смотреть, насколько это будет все, может быть, закрыто какими-то блоками дополнительными или сидушками. Если не закрыто, придется убирать, конечно. Ну, двери, вот, соответственно, тоже вот их. Ну, тут у нас на дверях эта проблема с толкателями решена, насколько я понимаю, так как есть дверные карты отдельно, внутренняя часть дверей и внешняя часть дверей, соответственно, они склеиваются бутербродом таким, и получается, что толкатели у нас со внутренней части нигде видны не будут. Ну, крылья, соответственно, детали крыльев, скажем так, тоже, тоже все, толкатели прячутся под низ. Значит, открытый капот, точнее как капот, вот, собственно, тут есть толкатели, да, если мы будем открывать капот, как, например, это показано на коробке, вот здесь, кстати, капот, насколько я понимаю, оставлен просто, скажем так, его не приклеивали. То есть он просто снят, оставлен, показана условно достаточно детализация двигателя, а капот здесь он просто не вклеен даже, я так понимаю.
То есть, наверное, если вот это все открывать, то, наверное, при определенном угле, конечно, толкатели внутри капота видны будут. Насколько я помню схему сборки. Ну и много-много всякой мелочевки. Собственно, вот та самая приборная панель, о которой я говорил, вот она у нас есть. На нее нам не дали декаль, собственно. Единственное, можно купить, конечно, автомаркетную какую-то, так сказать, 3D декали сейчас популярны, в частности, чтобы не мучиться с подкрашиванием, ну, либо красить, соответственно, тут как бы вот, либо накрашивать кисточкой. Ну, рельеф, там всяческих ящиков и так далее. Ну, как бы модели, в принципе, у меня выпуск, мне кажется, это, наверное, как раз 19-й год, вот этот пластик. То есть это, собственно, год выхода модели. Поэтому по огрехам, которые могли при литье появиться в плане, так сказать, старения пресс-форм за 3-4 года, ну, ничего сказать не могу, так пластик у меня тоже, можно сказать, новый. Вот опять же детали передние, вот это очень такая ажурная, вот эти рамки под остекление. Что еще тут можно отметить? Ну, вот эти банки воздухозабора, я так понимаю, ну, в две половины, как бы, там шкучек, конечно, будет, много всяческих коробов, ящичков, каких-то блоков, вот рулевое колесо у нас вот здесь присутствует, такое несложной формы совсем. Рифления какие-то, видимо, где какое-то предполагается вставание на них, тоже это все отлито. Деталь крыши, соответственно, вот тоже, да, один толкатель внутри. Ну, вот тут я напомню, насколько я помню, сигналы автопоезда, по-моему, там они доставляются прозрачным пластиком, насколько я помню. Детали бампера. Ну, кстати, какой год у нас на отливках? Это 17-й год на отливках. Потому что этот литник, видимо, полностью унифицированный, собственно, с моделью грузовика Урал-4320. Ну, детали под фары, то есть, ну, куча всякой мелочевки, в принципе, стандартная новая звезда, чисто вот так зрительно, ну, вот решетка радиатора, прям, кроме того, что все-таки на некоторых внутренних деталей там интерьера, скажем так, ну, не совсем интерьер, например, там капот, детали кабины, стенок, то есть там, конечно, толкатели они не избежали, но, возможно, они все-таки будут скрыты по фактической сборке, поэтому тут пока не могу однозначно сказать, насколько это прям осложнит ситуацию. Второй литник, значит, это 100% относящийся непосредственно к граду, так как здесь, собственно, полик вот этой самой платформы под установку залпового огня вот с таким рифлением прикольным, тоже опять все толкатели спрятаны внутрь, круговая платформа вот эта тоже поворотная, вот это стенки вот эти, или как-то скажем, ограждение этих блоков. Видно, кстати, отдельная деталь, видимо, она отличается от базового Урала лобового остекления, и такая передкапотная, скажем, деталь, видимо, то ли какую-то корректировку сделали, то ли она в этом граде действительно чем-то отличается. То есть вот еще они ее дают один раз, и, видимо, я так понимаю, по логике предлагают, скорее всего, использовать именно ее. Ну вот в основном тут детали, именно относящиеся к пусковой установке, всяческие механизмы подъемные и так далее. И крупные в основном детали, такие, которые такие панельки всяческие, квадратные, прямоугольные. Ну, немножко там деталей вот каких-то ограждений там дополнительных, там усилений или что-то такое, не знаю. Ну, может быть, что-то тут еще и по движку есть, может быть, что-то по каким-то механизмам, как бы так чисто зрительно это все не сказать точно, куда оно идет. Отлито, в принципе, все, ну, стандартно по-новому, по-звездовски, вроде прикольно, вроде неплохо. Толкатели все на внутренних частях, я думаю, наверное, может быть, разве что какое-нибудь избыточное членение, но, возможно, просто технологически звезда по-другому не вывозит. Так, опять же, литник крупный, относящийся у нас к 2019, кстати, году, то есть это новый, он тоже относится не к исходному Уралу 2017 года, а именно к установке BM21 граду. Соответственно, здесь у нас дана детали рамы две большие, ну, в принципе, логично, да, скорее всего, рама, возможно, делалась другая.
Ну, кстати, да, вот приборная панель, то, о чем я говорил, нет, у нас не та будет приборная панель, другая немножко приборная панель, судя по всему. Другая задняя стенка кабины используется. Ну, она, в принципе, сделана по абсолютно той же технологии, ее тоже также придется накрашивать. Кисточка, если не брать какие-то автормаркетные дополнения по приборке. Ну, вот панельки с рифлением, куда предполагалось. Другая решетка-диатор. Но я так смотрю, что более новая модель, новый набор, он много дает деталей, которые подменяют исходные. То есть унификация не такая уж прям сильно большая, то есть много нужно менять, двигатель отдельно дан. Я так понимаю, что в принципе даже много тут того, что в принципе сходу и не скажешь. Но судя по всему, даже движок у нас идет, собственно новый. Соответственно, видимо, на этом литнике действительно много того, что отличается от базового Урала. Крыльчатка двигателей, собственно, половина деталей двигателей, куча там агрегатов, собственно, вокруг двигателей находящихся. Так у нас подкапотка как бы сильно достаточно детализирована, много блоков, всяких патрубков, труб, мост вот у нас тут же, опять же. Ну, много, в принципе, всего, всяческой детализации агрегатов, судя по всему, по двигателю и по подвеске. Так, ну опять же задняя стенка кабины абсолютно также сделана альтернативная, вот это, видимо, другая, скорее всего, для Града. Толкатели, в принципе, не сильно заметны, но какие-то присутствуют, уж не знаю, насколько они будут видны в собранной модели. Собственно, элемент-держатель для запасного колеса. Ну, собственно, опять же, решетка вторая, другая решетка радиатора, ну, еще всяческая мелочевка, в принципе, по которой назначение сразу ты и не угадаешь. Так, это у нас первый пакет деталей. Кстати, вначале я обознался. Мне показалось, у нас 2 пакета деталями, на самом деле у нас 3 пакета с деталями. Есть еще, значит, пакет, судя по всему, в основном по ходовой части. Значит, судя по всему, 2 одинаковых литничка и 1 отличающийся. Так, 2 одинаковых литника, в основном это у нас, я так понимаю, диски колес, крупные детали мостов, каких-то поручней, какие-то балки, вот мелочевка тут в большом количестве, всякие какие-то замки, застежки непонятные. И, собственно, это у нас 17-й год, то есть, судя по всему, для Уралов какая-то унифицированный литник. Ну и всяческая такая мелочевка по дискам. Ну, не знаю, насколько, может быть, они в чем-то не копийные. Частенько бывает, что производители делают какие-то ошибки именно по дискам. Ну, в принципе, не то, что лично меня это не то, что прям сильно волновало. Отлиты они вроде бы достаточно прикольно. Значит, 2 одинаковых литника. И еще один литник, опять же, по ходовой, но уникальный. Тут у нас тоже, это какой у нас год? Тоже 2017 год, то есть общий для Уралов, значит, рессорная подвеска вот у нас, да, рессоры отлиты, на них никаких толкателей, питателей, ничего на них нет, именно на самих пластинах, опять же, мосты, опять же, еще другие, собственно, диски, наверное, передняя ось, скорее всего, вот детали каких-то цилиндров, соответственно, вот, к сожалению, они сделаны у нас в 2 детали со швом будут. Но это для звезды нормально. Тут такая же тема. Ну, детали что-то там, по-моему, бампера, если ничего не путаю. Детали каких-то раздаточных коробок. Карданов в большом количестве. Тоже по ходовой, по всяким агрегатам, которые на поднище в основном автомобиля уходят. Ну, в принципе, тоже отлито по-звездовски. Не вижу каких-то прям чисто зрительно больших проблем. А остальное уже покажет исключительно сборка. Так. И последний пакет, это, собственно, пусковая установка, а именно пакеты, собственно, с направляющими. Да, кстати, она дана у нас только, скажем так, ну, как сказать, в условно, скажем так,
хотел озвучить мысль, что нет у нас возможности, например, сделать средствами набора какой-нибудь, не знаю, непосредственно ведущий огонь от СЗО, то есть никаких снарядов у нас непосредственно, я так понимаю, не дано для нее, то есть отдельно, то есть или какого-то, например, процесса заряжания этих снарядов, да, то есть я так понимаю, этого нам в наборе производитель не дает. Но, судя по всему, я так что-то припоминаю, что вроде, по-моему, на полностью загруженные пакеты направляющих, по-моему, сделана модель. То есть там вроде как трубы эти сзади, они все как бы с концовками, наверное, ракет самих. То есть как бы полностью заряжены. Ну, либо что-то такое. Как-то так, по-моему, сделана модель, хотя я точно уже не помню. Но в любом случае, чего-то интересного в плане какого-то показа отдельного непосредственно реактивных снарядов, это нам сам набор не позволит сделать. Ну, вот видно, что вот эти самые направляющие, да, вот я понял, как они делаются. Они сделаны располовинены вдоль, то есть, соответственно, вот так они просто склеиваются, как таким бутербродиком, образуют сразу много-много труб направляющих. Ну, соответственно, там, скорее всего, конечно, вот здесь вот по концовкам у нас будут видны некоторые огрехи по склеиванию. Это, собственно, даже на оборотной части коробки там видно, что даже у звездовского, скажем так, моделиста, которому была заказана сборка на обложку, даже там, собственно, эти огрехи немножко видны. Так что тут, конечно, их удалять будет, либо очень долго заморачиваться, либо как бы просто забить. И согласиться на уровень сборки на коробке звезды. Ну, как-то так, да. Ладно. Немножко ограждения фар вот у нас сюда попало. Какие-то еще светительные приборы. Еще какая-то мелочевка. Там всякие ограждения запасного колеса. И, собственно, еще один литник. Это, да, дублирующие литники полностью себя. И еще один литник, собственно, финальный у нас литник с мелочевкой. Тоже в основном, я так понимаю, какого он года у нас? 19-го года, то есть, скорее всего, касающийся, опять же, наверное, пусковой установки. Только в основном со всякими мелочевками, коробами там дополнительными, какими-то вот, собственно, вот этими балками, фермами, не знаю, как их назвать, механизмами подъема, соответственно, направляющих, какие-то там цилиндры, вот эти крышечки ящиков, там зип, не зип, я уж не знаю, что там находилось, прицельное приспособление также вот здесь я смотрю. Да, кстати, насколько я помню, вообще в таких установках вот это самое прицельное приспособление, это, кстати, система похожая еще очень на Катюшу, да, вот она вот здесь находится, насколько я помню. По крайней мере, ручного прицеления, не ручного, я точно не уверен, как сейчас все это организовано. Вот здесь это видно тоже. По-моему, прицельные приспособления ставились непосредственно перед введением огня, соответственно, присоединялись. Ну, так я понимаю, что вроде бы вариации нам не давали, то есть, судя по всему, у нас вариант, наверное, как раз только на непосредственно перед введением огня, хотя, собственно, казалось бы, парадные машины, наверное, вряд ли непосредственно по Красной площади ехали с прицелами, но, насколько я помню, по-моему, варианты по прицелам установленным, не установленным нам, по-моему, не давали. Но это надо посмотреть, в принципе, наверное, не ставить какие-то детали, это всегда, в принципе, в наших силах. Так, ну и вот, собственно, такие резиноподобные колеса у нас по-звездовски стандартные такие вот. Звезда обычно не утруждает себя скидыванием их слитников даже. Дает непосредственно вот так, только одно дало отдельно, или оно отвалилось уже в процессе. Нет, оно отдельно. Соответственно, что у нас тут? Значит, вот заусенцами так все отделено. Есть... Нет, какие-то... Тут даже, честно говоря, тяжело лечить самому. Нет, какие-то есть надписи на колесах. Правда, Омск шина, да, написано. Правда, еле различимо, но надписи есть. При этом вот здесь по ободу оставлены такие... Никак не хочет фокусироваться. Такие неприятные заусенцы, соответственно. Сомневаюсь, что на реальных покрышках такое бывает. Тут придется как-то срезать. Но надписи, пускай слабо различимые, есть, да, вот направление, собственно, как устанавливать. Протектор, неприятный такой вот гребень по всему, собственно, по центру у нас идет стык, скажем так.
Срезать его с такого достаточно рельефного протектора, ну, сомнительное удовольствие, я так понимаю, это на всех покрышках у нас. В принципе, это будет неприятность присутствовать. Такой вот неряшливый немножко подход именно к резиновым колесам здесь есть, несмотря на то, что все-таки маркировки на них нам оставили, кому это важно. Вот такие вот покрышки. То есть именно вариантов, да, звезда на то, что какой боевой, какой походный вариант не давала. Звезда выдавала варианты только на открытые, соответственно, капот и двери. Ну и вот, собственно, что по набору. Такая вот, ну, довольно мощно детализированная, больше 400 деталей модель. Соответственно, на 4.320 Урале сделана. Да, говорят, что таких градов было выпущено относительно немного. Соответственно, были претензии по этой плане к этой модели. Но в остальном, в принципе, детализация выйдет довольно крутой. То есть, собственно, сборка она будет довольно кропотливой и интересной.